Как выбрать генератор для дома и дачи? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Каждый человек, живущий в условиях цивилизации, хотя бы иногда сталкивается с отсутствием электроэнергии. Причины могут быть разные – от кратковременной аварии до поездки на дачу или переездом в загородный дом. Если отсутствие электроэнергии длится несколько минут и защитить от этого нужно компьютер, телевизор и несколько лампочек, то идеальным выбором будет ИБП – источник бесперебойного питания. Но если электроэнергия отсутствует несколько дней, а в доме установлено электроотопление или нужно наладить автономное электроснабжение дачи или загородного дома, то без генератора для дома и дачи не обойтись. О том, как выбрать генератор для частного дома, расскажет это видео. Устройство и назначение портативного генератора. Портативный генератор представляет собой стальную раму, на которой установлен бензиновый или дизельный двигатель и генератор переменного тока, асинхронный или синхронный. Иногда ставят газовый генератор, но широкого распространения они не получили из-за больших габаритов и необходимости постоянного подключения к газовой магистрали. Предназначен генератор для временного или постоянного электроснабжения домов, квартир или других объектов с потребляемой мощностью до 20 кВт. Если необходима большая мощность, то генератор устанавливается на фундаменте или автомобильном прицепе. В зависимости от исполнения топливный генератор может быть открытым или в железном ящике с водяным и с воздушным охлаждением. Возможна установка дополнительной автоматики и ручного или электрического стартера. Типы портативных генераторов. Прежде всего, портативные генераторы отличаются тем, какой двигатель на них установлен – бензиновый или дизельный. Портативные генераторы с бензиновым двигателем. Бензиновые двигатели устанавливаются на генераторы мощностью до 10 кВт. Они отличаются меньшей ценой, чем дизельные, но бензин дороже солярки. Хотя в данный промежуток времени наоборот, солярка дороже бензина. Но это же Россия, вы понимаете. Производители наработку на отказ обычно гарантируют не более 500 моточасов для двухтактных двигателей мощностью до 1 кВт и 2500 моточасов в генераторах до 10 кВт. В генераторах большей мощности устанавливаются дизельные двигатели. Двигатели малой мощности запускаются вручную шнурком. В двигателях большей мощности ставится стартер. Генератор с бензиновым двигателем подходит для поездки на рыбалку, выездов на дачу и как источник резервного питания на случай отсутствия электроэнергии. Генератор с дизельным двигателем. Дизельный двигатель надежнее бензинового, наработка на отказ у них достигает 4000 часов. Это больше, чем у бензинового, поэтому генераторы с дизельным двигателем более пригодны для длительной эксплуатации. Выхлопные газы более токсичные, это нужно учесть перед тем, как выбрать дизель-генератор для загородного дома. На самые мощные генераторы ставится жидкостное охлаждение, эти генераторы самые дорогие и имеют самый большой вес. Они монтируются не на раме, а на специальном фундаменте или автомобильном прицепе. Но из-за моторесурса, достигающего 4000 часов, только они используются в качестве электрогенератора для загородного дома. Выбор типа генератора. Генераторы устанавливают двух типов – асинхронные и синхронные. Асинхронные проще, дешевле, но не могут обеспечить частоту в сети 50 Гц. Из-за этого к ним нельзя подключать котлы, насосы, холодильники и технику, в блоке питания которых есть трансформатор. Целесообразно использовать как генератор для света, компьютера и телевизора. Синхронные генераторы дороже, но только они могут обеспечить в сети 220 вольт и 50 Гц. Поэтому, если необходим электрогенератор для загородного дома, неважно временно или постоянно, нужен именно синхронный генератор. На это нужно обратить внимание в паспорте аппарата при его выборе. Выбор типа двигателя по мощности. Если вам нужен генератор для поездки на охоту или рыбалку, то однозначно нужен бензиновый одноцилиндровый двухтактный двигатель. Такие двигатели устанавливаются почти на все генераторы мощностью до 5 кВт. Даже если он нужен в качестве домашнего генератора электричества, дешевле чаще менять двигатель, чем приобретать более серьезную модель. При необходимой мощности от 5 до 10 кВт и использовании генератора в качестве аварийного, лучшим выбором будет 2- и 4-цилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением.
Если же нужен автономный генератор электроэнергии для дачи или загородного дома и используется больше 2000 часов в год, то лучше выбрать стационарную модель с жидкостным охлаждением. Выбор между бензиновым и дизельным двигателем зависит от разных моментов. Генератор на солярке дороже, но надежнее. Расход солярки меньше, стоит она дешевле. При мощности более 10 кВт практически единственный вариант – это стационарная модель с дизельным двигателем и жидкостным охлаждением. Подключение генератора. Подключаться генератор должен только с помощью перекидного рубильника или аналогичного переключателя, исключающего возможность параллельного включения сети и генератора. При несовпадении частоты или сдвиге фаз генератор может просто сгореть вместе с проводкой. Но из-за некоторых особенностей работы небольших генераторов также необходимо отключать от сети. Ноль генератора необходимо заземлять через резистор 1,10 мегаом. Если этого не сделать, то некоторая аппаратура не будет работать. Особенно часто это бывает с газовыми котлами отопления. Ноль в розетках при питании от генератора должен совпадать с нолем сети. Выбор мощности генератора. Генераторы бывают одно- и трехфазные. Если оборудование в доме только однофазное, то нет необходимости приобретать трехфазный генератор. Это приведет к завышению требуемой мощности в 3 раза. Мощность прежде всего определить по току вводного автомата. Для этого ток автомата умножают на напряжение сети 220 вольт. Результат получается в ваттах. Для получения киловатт, если он больше 1000, его делят на 1000. Приобретать нужно генератор ближайшей большей мощности. Обычно для частного дома без электроотопления и электроплит выбирают переносной генератор мощностью 5 кВт. Если же в доме установлено электроотопление или электроплита, то к 5 кВт прибавляют мощность плиты. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения бензиновые генераторы для дома лучше использовать в комплекте с источником бесперебойного питания ИБП и комплектом автоматики. ИБП будет питать необходимый минимум электроприборов, а автоматика в это время включит генератор. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.